Приветствую вас, дорогие представители знака зодиака Водолей. Весна 2025 года. Таро прогноз. Март, апрель, май. Что случится или в какой сфере жизни вы будете принимать смелые решения до конца весны? Давайте заглянем с вами в будущее и узнаем, что важно услышать, узнать на указанный период. С чем это будет сопряжено или что будет меняться в вашей жизни или какая сфера жизни выйдет на первый план. Так часто бывает. Мы решаем одни вопросы, а подтягиваются потом и другие. Но, конечно, будем реалистами, поскольку любой прогноз или расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но, надеюсь, мы с вами проведем приятное время и подсказки какие-то вы получите. Когда мы смотрим общие расклады, тем не менее, каждый думает о своем. У каждого свой приоритет, правда, свои задачи. Итак, первую карту, так мы и назовем. В чем же вы будете принимать смелые решения или в какой сфере жизни, с чем это будет связано, чего будет касаться? И то, что называется неожиданно или неожиданности, то, что ведет к переменам или в вашей жизни меняет, может быть, ваш статус или означает какие-то перспективы на будущее, что хотите осуществить. И три карты, которые мы назовем события ближайшего будущего. Именно три. Хотела сначала сделать по месяцам, потом поняла, что нет, все обтекаемо, все сроки, поэтому отдаленное будущее – это где-то подальше, да, мы достанем еще три карты, а ближайшее – это может быть как за несколько дней мы узнаем какую-то новость или произойдут те или иные события. Это может растянуться и на пару месяцев, это тоже ближайшее будущее. Но, наверное, отдаленное – это где-то до конца мая. Следующая карта – в чем риск? Что вам придется адаптировать или организовывать в своей жизни? Последняя карта – карта совет. В чем придется наводить порядок? Или себя, может быть, на что-то организовывать. Итак, в чем вы будете принимать важные решения? Вообще, знаете, смелые решения у вас будут происходить как-то с радостью, потому что карта радости, карта праздника, карта взаимодействия. Сама по себе коммуникация проходит в этой карте и дружба. Именно в этой колоде. Это колода у нас ангелов-хранителей или поддержки, патронажа ангелов. И поэтому праздник уже у вас на пороге. И, скорее всего, вы правильную какую-то свою стратегию, тактику уже продумали. Или обозначили правильных партнеров, мои дорогие водолеи. Или для себя, как идея, цель, намерение, тоже обозначили правильно. В целом это больше радости и придает вам. И так ведь правда в нашей жизни бывает. Мы хотим что-то осуществить, а нас словно высшие силы куда-то не пускают, или назовите это судьбой. И как только мы избираем правильное направление или правильный фарватер, тогда многие вопросы решаются быстрее. И вроде как и люди появляются, и двери открываются, и поддержка находится. Вот где-то в этой плоскости лежат ваши смелые решения. Вы на что-то решитесь. И причем сделаете это не с тяжестью какой-то на сердце, а с радостью, мои дорогие водолеи. Что же неожиданно, давайте откроем. Но вот неожиданность, она в чем? Вы почувствуете собственную силу. По девятке жезлов, и, кстати, в этой колоде нам тоже это повторяют, и в герметической колоде Таро это карта великой мощи или карта собственных сил. Это нам говорит о том, что у нас достаточно будет и физических, и эмоциональных сил выдержать длительное напряжение. Но самое главное продумать, куда мы это будем прикладывать, с кем мы готовы договариваться, с кем мы готовы взаимодействовать. По этой карте всегда есть два направления или две темы, две стороны. Первое – это чтобы чего-то не упустить в плане новых возможностей. И второй момент, или наоборот, он первый, не создать для себя опасность. То есть, если что-то угрожает, у меня смотрят люди из разных стран, у вас будет достаточно физических сил и в том числе психологических принять важное решение, потому что сил достаточно, как я уже сказала, но нужно очень правильно сориентироваться, куда же их прикладывать, потому что по девятке жезлов это может быть некоторая многозадачность, а для вас будет важно держать в центре собственных интересов, собственного видения, то направление или мечту,
или цель, назовите как угодно, которую вы сами перед собой поставили. Потому что по этой карте, обратите внимание, не во всех картах. И вот, кстати, хоть и карта праздника, но ангела нет на заднем плане карты, а в девятке жезлов есть. Тут словно высшие силы вас на что-то благословляют, может быть, на вашу миссию. Или какие-то отношения, которые должны быть продолжены. Может быть, они будут полезны, или вы будете поддерживать друг друга. Все же дружбы проходит, поэтому есть и та дружба, которая должна быть продолжена. Карта нам говорит о том, что мы как будто готовились или готовимся теперь. Если мы говорим неожиданно, значит, вы уже можете готовиться к осуществлению плана, готовиться к переезду, готовиться, может быть, по части работы, к освоению новой профессии, специальности, или для себя просчитывать что-то наперед, то, что вы хотите осуществить. Опять же, подготовка, тщательная детализация нам помогает. И это девятка, а по нумерологии любая девятка – это как пороговое значение перемен между прошлым и будущим. И в этом периоде жизни, как важно бывает нам не свернуть с намеченного пути или не отказаться от своего плана, но в то же вносить коррективы в зависимости от того, что происходит вокруг, но и в то же время не поддаться на какие-то уговоры, потому что, ну, как, знаете, самодостаточность формируется, или цель наша, когда мы готовы, может быть, даже в одиночку проделать какой-то путь или какой-либо труд для того, чтобы в конечном итоге это наше намерение было достигнуто. Поэтому в неожиданностях могут быть, как и множество новостей, много информации, но вам придется это постоянно фильтровать или думать, чем вы будете заниматься в течение весны. Не поставить себя на второе место, а чьи-то планы на первое. Держать, опять же, в фокусе внимания то, чего вы хотите добиться. Пусть для вас ваша мечта будет жизненным маяком, мои дорогие водолеи. Для вас это важно, потому что неожиданности, ну, хоть камни с неба. И если вы, вот как я вижу цель, и я к ней иду. И пусть сейчас вот с точностью на 100%, ну, никак не получается сделать так, как я бы хотел. Но есть другие альтернативные возможности. И вот альтернативные возможности мы по девятке жезлов как раз используем, потому что так наиболее предпочтительнее и правильнее для нас. Мы и себя бережем, ну и потихоньку продвигаемся вперед. Что же в ближайшем будущем? У кого-то это может означать личные отношения или поддержка, вот как дружба любимого человека, то, что вы хотите осуществить. Безусловно, эмоции идут по этой карте. Важные решения, опять же, смелые тоже идут. И интуиция. Ну и туз кубков, мы всегда говорим, это карта радости и счастья. И как начинается с праздника, так, в общем-то, тема нам продолжают карты, но туз – это действительно как своеобразная победа. Поэтому какая-то победа у вас уже будет в марте. Может быть, вы приводите баланс дела из прошлого, и тогда, как груз прошлого, это над вами не давлеет, не висит дамокловым мечом. Значит, тогда вы чувствуете себя более свободным. И нам ведь туз – это начало своеобразное. Поэтому нам ребенок изображен, девочка, а на заднем плане словно ангел благословляет ее на путь или решение, на развитие ее мечты. Вот какой-то ваш план, мои дорогие. Водолеи, он не просто для вас важен, а может быть, как ваша миссия важна для мира или вам по судьбе осуществить свою мечту. В ближайшем будущем это уже те первые шаги, когда вы точно видите, что да, я иду в правильном направлении. Но, видимо, не все так быстро согласовывается по рыцарю земли. Помним, что это один из самых медленных рыцарей в колоде. И это может быть некоторое замедление в подготовке важных бумаг или документов. Я всегда называю эту карту, с одной стороны, регламента. Регламента, когда мы ждем, когда готовность будет либо документа, либо какого-то соглашения, или для нас, ну, может быть, как контракт какой-то мы заключим. И есть, если мы про документы, четкая позиция на сколько-то дней, да, или, может быть, даже месяцев. Вот тот регламент, который мы не можем изменить. И тогда мы хладнокровно ждем. Но не должно быть и бесплодного ожидания, безусловно, тоже. Разграничивай вот эти две ипостаси, говорит нам карта. Потому что даже с одной стороны, карта не говорит о том, что что-то происходит быстро. Нет. Если на ближайшее будущее, вторая карта, она как раз о некотором
замедление или детализация, именно детализация, потому что рыцарь Пентаклей и едет медленно потому, как он понимает, что какие-то крупные вещи или важные вещи, они складываются из мелочей или вот тех тонких нюансов, которые обязательно нужно подмечать. Поэтому и вы подмечайте, что происходит вокруг вас, что говорят люди. Но не для того, чтобы сразу откликаться, а для того, чтобы для себя более правильный фарватер проложить, потому что, скорее всего, это марафонский забег. Если мы говорим «это начало», то часто по семерке Земли проходит марафонский забег, как я сказала, лет на 10-20, как по Плутону. Это те проекты, которые получат свое развитие в течение долгого времени. Или вы что-то изучаете, к примеру, скорее всего, это сфера жизни или ваших достижений, она будет очень прогрессивная. Здесь не будет такого, знаете, помпезного успеха. Здесь будут важны ваши приложенные как раз усилия, навыки или какое-либо изучение. Но это для вас дает, знаете, своеобразный фундамент, от чего-то оттолкнуться или построить свое благополучие, новое качество жизни, заработать деньги или получить известность, популярность. Тут ведь у каждого свои достижения. Именно достижения идут по этой карте. Но если это сопряжено, опять же, с регламентом, значит, себя подгонять, пришпоривать не имеет смысла. Но вот такое ближайшее будущее. Что еще? Король жезлов. Карта харизматичного лидера. Безусловно, харизматика, она идет по этой карте и вдохновение. Это тот план или то, что мы, чем нам нравится заниматься, то, что мы в конечном итоге хотим осуществить или к какому итогу мы хотим прийти. Это когда мы визуализируем собственную мечту, но всегда по этой карте есть еще и персонаж. Может быть, это у вас есть такой человек, который поддерживает вас, вдохновляет на что-то или поддерживает, говорит, ну, не робей, потому что все у нас с тобой получится или у тебя получится. Безусловно, жезлы– это дела, работа, бизнес и деньги, и это может быть какой-то проект. Это ваши могут быть ощущения, а также это желание, ну, добиться нового статуса в обществе, нового признания, может быть, стать, опять же, популярным. Все то, что я говорила. И тогда нам говорят, да, дорогу осилит идущий, но детализируй свои желания или будь внимателен, будь готов, наверное, корректировать свои планы в зависимости от той обстановки, которая есть. Потому что не совсем тут нам говорят, по этой, по крайней мере, карте, что человек готов поддерживать, мы посмотрим еще другие, но если мы о короле жезлов, он не готов поддерживать, к примеру, материально, нет. Он готов вдохновлять духовно, мои дорогие, но на конкретные действия, скорее всего, пауза от этого человека. Поэтому, если сейчас даже, допустим, какая-то пауза в силу разных причин, или насладись, ну, вдохновись тем моментом, если есть человек, который разделяет хотя бы твои взгляды, где ты и сам тоже не торопись, будь сам вот в этих энергиях. Почему? И предыдущие карты мы ведь тоже с вами где-то об этом говорили, особенно говорили по девятке жезлов, что тут и не создать для себя какую-то, ну, опасность поспешными действиями, с другой стороны, увидеть, успеть увидеть какую-то новую совершенно возможность, не упустить. Так вот, король жезлов– это тот, который больше команды где-то дает, потому что он же лидер, он сам не делает ничего, он сам не работает, он сам не предпринимает, не берет на себя какую-то ответственность. А вот по части вдохновления кого-то другого, это работает на все 1000%. Поэтому есть тот человек, на которого, может быть, и не стоит полагаться в плане конкретной помощи, но тем не менее сохранять с ним контакты, потому что для вас само по себе вдохновение, хорошее настроение, это будет тоже очень важно. Ну и самому таким лидером становиться тоже было бы неплохо. Отдаленное будущее. Любовь. Вот правда, карта радости, любви. И у кого-то может быть, как, допустим, и поездка, или завершение, допустим, того периода, когда был период ограничений по девятке жезлов, да, вот этот забор из 9 жезлов, когда были преграды, не мог поехать, не мог визу получить или не мог встретиться с нужным человеком, с ключевым партнером, с любимым человеком, или семья так по воле судьбы были на расстоянии, то здесь, значит, как-то постепенно есть возможность встретиться, как и с любимым человеком, съехаться с семьей, или если это бизнес-ключевые партнеры, всегда двойка кубков вообще
это карта любви, это карта искренности, партнерских отношений, но это еще и какие-то новые решения. И поэтому у кого-то это вот двойка кубков будет означать именно любовь, личная жизнь, а для кого-то это будут означать просто контакты с нужными людьми. И ваша дипломатия, когда вы сумеете договориться. Тут как по нарастающей. Туз кубков и двойка кубков. Давайте отдаленное будущее. Поэтому прогресс. Прогресс будет означать еще и в том, ну, когда мы идем вперед, мы неизбежно, наверное, шаг за шагом отдаляемся от прошлого. И 13-й старший аркан, обратите внимание, сам ангел держит птицу Феникс на своей ладони, и карта нам говорит: отпускай. Завершение. Завершение прошлого. Не оглядывайся назад. Тебе отсюда только вперед. И, конечно, по 13-му аркану, ну, я надеюсь, все правильно понимают, хоть и называется аркан смерть, но это отнюдь не про смерть, это, по сути, трансформация. И здесь так и прописано: окончание, трансформация и свобода, мои дорогие. Поэтому перед вами открываются, как и могут открыться новые перспективы, но ведь весь фокус в чем? Возрождение или трансформация. Вот эта птица Феникс на ладони у ангелов, она не случайно нам прорисована. Как известно, возрождается Феникс из пепла. И, может быть, для кого-то из вас был очень сложный предыдущий период жизни, когда, ну, буквально наша жизнь превратилась как в пепел, когда было все разрушено. Меня смотрят люди из разных стран, и вы можете думать, о чем это она говорит. И тем не менее, каков бы ни был сложен ваш прошлый период, вот теперь ваше возрождение, мои дорогие, или, может быть, освобождение стоит в центре ваших планов. Не оглядывайся и назад, завершай. Не думай, что это снова повторится. Да, может быть, как опыт или какие-то мысли, это неизбежно с тобой останется, но, может быть, и на долгий срок. Но это не должно определять твою новую траекторию. Поэтому возрождение, может быть, вот есть такое выражение: «Моя жизнь достигла дна». Ну, значит, это то дно, от которого мы можем оттолкнуться и всплыть на поверхность. Или, может быть, тот пепел, когда все было разрушено. Или какие-то руины в нашей жизни. И пусть это даже иносказательно, да, когда много было предпринято, а эффекта не было никакого, и мы где-то разуверились. И значит, из этого пепла мы тоже можем возродиться. Окончание. Прежде жизненный этап. Он у вас завершается. Следует трансформация, а за трансформацией свобода или освобождение, возрождение. Очень символично. И нулевой следующий аркан. И если в колоде Таро это у нас шут или дурак, то в этой колоде мечтатель, мои дорогие. Начало, доверие и поддержка. Поддержка, нам сказали, как минимум один человек у вас точно есть, который вас поддерживает. У кого-то в личной жизни, у кого-то это партнерство, дружба, может быть и 3 человека, кто знает. Но вы не одни, мои дорогие. Поэтому самое время начинать новый жизненный этап. И все то, что я только что сказала, карта подтверждает. Может быть, у кого-то даже с учетом ретроградной Венеры, ведь мы с вами смотрим период март, апрель, май. Со 2 марта по 13 апреля ретроградная Венера, она может нам дать новое развитие отношений с теми людьми, которых мы знали. У кого-то это личной жизни, опять же, касается, у кого-то это может проиграться по работе, когда вам предлагают ту работу или в той организации, где вы участвовали. Это вы можете где-то, опираясь на прежний жизненный опыт, новое даже направление выбрать, но вам тогда этот опыт все равно как-то помогает. Вы что-то умеете делать очень хорошо, и, может быть, настало время выполнить вашу миссию. Вот поэтому или вашу мечту, мои дорогие водолеи, превратить в реальность. Давайте посмотрим, в чем риск. Карта будущего. Не сказала бы я, что это карта риска. Ну, наверное, единственный момент по тройке жезлов у нас: мы прямо сейчас с места в карьер не бежим, мы не срываемся, куда-то не торопимся, потому что по этой карте нам всегда говорят, ну, как знаете, заключительная, может быть, пауза или такая передышка, когда мы ничего не предпринимаем, а завершаем прежний жизненный этап или приводим свои дела в порядок и одновременно анализируем, все ли у меня готово для того, чтобы как раз словно прыгнуть в это будущее. Все ли я взял или взяла с собой?
Мы можем поторопиться, может быть какая-то поспешность, нам хочется быстрее что-то реализовать, а все же по этой карте нам говорят, что все приходит в свое время. И карта нам говорит, что если ты не подведешь какой-то итог, может быть, вот отчасти девятка жезлов тоже вторит этому, или не приведешь в порядок все свои дела и документы, и, к примеру, собираешься куда-то отправиться, да, или собираешься осуществить какое-то свое намерение, цель, поменять работу, что бы ни было. Мои дорогие водолеи, вот должен быть баланс, как будто то, что было в прошлом, оно не должно о себе напомнить в будущем. Поэтому вот этот баланс навести стоит. Иначе в чем риск? О себе напомнит обязательно то, в чем мы не привели к единому знаменателю или не подписали какие-то документы, может быть, не закрыли какие-то кредиты, а уже идем вперед и что-то не просчитали. Тут у каждого своя стратегия, тактика. Хотя карта нам говорит, что да, воодушевление определенно есть. Это один из символов Меркурия, корабль, поэтому будьте еще внимательны к информации, вам придется ее перепроверять. Но и с другой стороны, эта карта будет еще говорить о том, что мы можем и где-то задержаться в нерешительности. Такое тоже есть момент, опять же, по девятке жезлов, потому что барьер или какой-то забор вот из этих 9 жезлов, и нам еще предстоит аккуратно выйти из той прежней зоны ограничений, которая была. И здесь нельзя спешить, здесь нужно быть осмотрительному, потому что пространство еще вокруг вас не отстроилось вот этот момент. Мы, может быть, можем быть, точнее, и вдохновлены, потому что корабль– это еще исполнение желаний. Одно желание исполнилось или что-то у вас складывается благополучно на начало марта, это точно. И мы можем на этом остановиться и подумать, что а вот теперь пойдет все по накатанной, а тем не менее не пойдет, потому что впереди у нас 13-й аркан Возрождения, птица Феникс. Что вам придется организовывать или адаптировать? Сами себя. Очень красноречивая карта. Вот этот маленький предмет, который подсвечен художником, словно переливается. И девушка, которая упала буквально на стол от усталости, она, наверное, думала, сейчас я вот эти 10 жезлов перемою, а вот потом я буду заниматься тем, что меня вдохновляет. Или искать какую-то информацию, или обучаться чему-то, или, ну, притворять свою мечту или идею в жизнь. Ну, наверное, у каждого свое. И вышло это как раз наоборот. Силы иссякли, а посуда не кончается. Перемыла 10 жезлов, окей, перемой теперь всю посуду. И на самом деле мы часто думаем, что я вот сейчас быстро сделаю то, что не главенствующее, но то, что ко мне как бы ближе. Ну вот как эта грязная посуда, она всегда к нам ближе, как ни крути. И получается, что мы должны сначала, нам так кажется, сделать те дела, которые первоочередные. А первоочередные– это те, которые без конца накапливаются. Но вот что-то важное нам кажется второстепенным, и мы это откладываем на потом. И в итоге мы падаем от усталости. Мы так никогда не можем перейти, ну, уже к осуществлению своей мечты, цели, намерения, потому что мы участвуем в какой-то многозадачности. И вот уже этот стресс, усталость, и когда нет отсутствия баланса, баланса в собственной душе, может быть, баланса как доверие, доверие миру, или когда я уже ничего не хочу. Где-то, может быть, с учетом девятки жезлов, очень сложный опыт, который вы прошли до этого, вам тоже где-то может мешать, потому что нужно правильно сориентироваться. Или вы привыкли по прежнему опыту как раз и действовать так. Сейчас я быстренько все сделаю, то, что по хлебу насущному, а потом я буду заниматься вот тем, что или я хочу, или мне бы, о чем всегда мечталось. Я приступлю как бы, откладывая каждый раз свою жизнь на потом. Мы никогда не сможем реализовать свою мечту. Или по этой карте, участвуя в какой-то многозадачности, ведь карта всегда говорит, делегируй, делегируй те мелкие вопросы, а это мелкие вопросы, как посуда или жезлы, или чьи-то какие-то задачи, самые разные. К вам могут обращаться и сказать, ну, у тебя получится лучше, чем у меня. Или ты мне должен или должна помочь. Или еще какие-то чьи-либо интересы, мои дорогие водолеи, которые мы в конечном итоге ставим на первое место, а свои намерения и цели
оставляем на потом. Вот здесь должно быть наоборот. Именно в этой части вам себя, наверное, адаптировать нужно, перестроить себя самого нужно. И после этого организовать свою жизнь по-новому. Опять же, десятка– это всегда завершение. Как карта совет, в чем навести, если порядок. Старший аркан, девятый, и девятка– это перемены. Перемены между прошлым и будущим. И отшельник– это тот, который идет за своей мечтой. Это тот, который прокладывает свой личный путь. Но отшельник идет один. Поэтому, если мы спрашиваем, в чем вам навести порядок, действительно вам нужно навести порядок, может быть, в делах предыдущих. Почему? Потому что отшельник– это дервиш. И на него не давлеет какой-то материализм. Или те вопросы, которые, ну, он освобождается больше от того, что его удерживает. Где-то даже удерживает в социуме или удерживает в рамках какой-то системы. Ему хочется больше свободы, мои дорогие. Он и, по сути дела, поэтому уходит, понимая, что, может быть, для кого-то это из вас будет связано действительно с переездом, но не очень быстрым, а таким постепенным. Потому что вот эта идея или цель, она может быть достигнута только в одиночку. У кого-то этот дуплет, даже триплет может проиграться так, что вы собираетесь куда-то переезжать. Именно потому что там где-то у вас больше возможностей. И тогда я вижу, что тут нужно быть реалистом. С одной стороны, отшельнику никто не мешает, но он идет один, мои дорогие. Да, это ментор, это тот, как философ, знает ответы на все вопросы. Но карта дает совет, если мы про организацию собственной жизни или в чем навести порядок. Нужно верить в свою мечту. Да, нужно ее просчитать. Действительно ли она, ну, жизнеспособна? Действительно ли это будет каким-то прогрессом? Насколько быстро это можно осуществить, насколько быстро вы можете закрыть те ситуации из прошлого, которые не должны над вами давлеть и о себе напоминать в будущем. Вот какие-то последовательные действия для того, чтобы быть свободным человеком и в конечном итоге достичь свою мечту. Кроме того, научиться слушать свою интуицию, если ничем подобным вы прежде не пользовались. Вот этот фонарь, который всегда присутствует, не что иное, как интуиция, которая нам дает правильные подсказки в нужный момент. И обратите внимание, правда, есть какая-то миссия, как высшие силы благословляют осуществить ваше намерение, но это духовное какое-то намерение. Если мы говорим о лунных узлах, которые с января месяца, лунный узел северный, на что мы ориентируемся, находится в знаке рыбы, и это возвышенное. Это как искатель Грааля. А земное, и это находится южный узел в знаке Девы, это материализм. Но мы без материализма не можем далеко идти, потому что это наше благополучие. Ну вот вам придется соединить и возвышенное, и земное, и у вас это получится. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.